ребята! Ну что, сегодня последний день, седьмой день моего правильного питания. Сегодня я вообще хочу устроить себе выходной такой небольшой. Вообще особо не садиться за компьютер. Иногда стараюсь, очень стараюсь именно хотя бы день в неделю делать себе вот такой вот отдых от компьютера. И с Димой, наверное, пойдем сегодня прогуляемся где-то по парку какому-то, потому что солнышко сегодня такое хорошее и листва на улице. Вот, в общем, хочется почувствовать осень какую-то, что она пришла наконец-то. И пока есть солнце, действительно, потому что потом у нас пойдут дожди, ветер, и потом вообще не захочется вылазить из дома. В общем, сейчас пойду приготовлю завтрак, и потом, наверное, пойдем прогуляемся. Ну что, я достала свой кусочек пирога, немножко полила его сметаной, добавила немного какао тут и четвертинку яблочка. Половинку яблока, да. Как вы поняли, я люблю яблоки, если можно так сказать. Кстати, шарлотка Диме очень понравилась, несмотря на то, что там вообще сахара не было, да, был только мед. Очень сладкая и очень сочная получилась, так что вполне возможно добавлять при выпечке просто мед, и не нужно там особо сахара какого-то добавлять. Пришли сейчас в парк Петровского. В нашем городе есть такой парк, более-менее милый такой. И здесь очень часто гуляют родители с детьми. В общем, спокойно здесь. Мне тут универ недалеко, в котором я училась. Так что вообще сейчас вспоминаю немножко свое прошлое, можно так сказать. В общем, сейчас немножко посидим, отдохнем, может еще пройдемся где-то. В общем, подышим свежим воздухом. Ну что, мы уже приехали домой, прогулялись по парку, и по пути там нашли супермаркет классный такой, я там нашла муку. Одну муку овсяную нашла, вообще я очень хотела давно ее попробовать. Буду добавлять выпечку, здесь килограммчик, вот килограмм у меня зависел всего на 7,50, вообще очень удачно так. Так что я еще, наверное, буду возвращаться в этот супермаркет и покупать такую вот муку. Здесь тоже якобы мука такая вот крупного помола. Я не знаю, как перевести, правда, высевки пекарские. Не знаю, напишите в комментариях, что это означает. Вообще тоже почти килограмм, 900 грамм на 2,50. Вообще тоже очень выгодно. И добавлять какую-то выпечку или, допустим, оладьи какие-то печь. Я так поняла, это тоже из овсянки, но какая-то вот именно грубого помола. Видите, она такая темненькая. В общем, буду придумывать какую-то выпечку интересную. А я знаю, что с этого хлеб пекут. В общем, не знаю, если вы пользовались какой-то вот такой вот наподобие мукой, там еще была кукурузная, но я ее не стала брать, потому что она более такая вот калорийная среди этих, допустим, если выбирать. Если вы, допустим, что-то делали из такой похожей муки и какие-то рецептики у вас интересные есть, то напишите в комментариях, мне будет интересно узнать и попробовать. Может, думаю, что-то в мультиварке потом сделать с этой муки. В общем, буду пробовать. Ну что, пришло время перекуса, и сейчас выпью такой вот йогурт детский, я вам уже его показывала. В принципе, очень мне понравился такой, нет у него какого-то жесткого привкуса какой-то химии или каких-то добавок. Он здесь вообще без добавок идет, 200 грамм, так что выпиваю такую бутылочку и радуюсь, что это будет полезно для меня. Так, хочу сейчас сделать котлетки такие рыбные. Недавно купила фарш лососевый. Мне, в принципе, нравится такой фаршик. Я, бывает, другой фирмы покупаю, но это тоже неплохой. Хочу добавить в него потом лука и морковку. И, конечно же, яичко. Посмотрим. 1, 2. Здесь в этом брикетике, или как это, сосисочке, 700 грамм. Посмотрим, сколько всего мне понадобится. Это я в процессе узнаю. И приготовлю их на пару. И вместе с ними еще, наверное, положу брокколи и грибочки еще немножко остались. Так что начну делать.
Так, ну что, одна порция у меня ушла уже, 7 котлеток получилось. И здесь, наверное, где-то штучки 2 или 3 маленькие получатся котлетки. Их я во вторую такую смену пущу. И туда же еще добавлю немножко брокколи и вот у меня шампиньончики здесь почищенные. Так, ну что, вот мои котлетки готовы. Я себе положила 3 штучки, добавила где-то столовую ложку сметаны. Здесь у меня тоже грибочков немного и брокколи. Я, как вы поняли, тоже люблю брокколи. Я знаю, что многие не переносят ни запах, ни так далее. Там вообще их не могут есть, эти брокколи. Ну, не знаю, я вообще всеядна. И нет, наверное, продукты, которые я бы вообще не любила и не могла есть вообще. Так что я все ем. Сами котлетки получились очень мягенькие, такие нежные. Их можно даже вот так вот раздавить вилочкой. В них можно было бы добавить, конечно, какую-то муку или что-то в этом роде, но я просто не хотела перегружать эти котлеты какими-то лишними углеводами, и поэтому мне, в принципе, нормально. Они очень нежные получились и очень сочные. Так что сейчас кушаю, и потом у меня будет маленький перекусик какой-то, и следующий прием пищи полноценный будет у меня примерно похожий на этот же. Ничего новенького не буду придумывать, поэтому я их сделала штук 12 этих котлеток, так что мне и Диме еще на пару приемов пищи хватит обязательно. Ну что, пришло время приготовить мой последний прием пищи, и хочу сейчас сделать такой омлетик белковый, творожно-яичный. Не знаю, если честно, сама придумала только что. В общем, я здесь отделила 2 белка, желтки я откинула, я, наверное, сделаю потом как-то маску себе для волос, добавлю туда мед. Я обычно желтки для волос использую. Но если что, если вы не худеете, конечно, можно еще и желтки добавлять сюда, а так как у меня белковое меню, мне побольше белка нужно. Также сюда я в белки добавлю 100 грамм творога моего 5%. Сюда еще потом немножко укропчика нарезала, тоже добавлю. Все тщательно перемешаю и волью в мою посудинку от мультиварки. Она антипригарная, так что будет вообще без масла. И на режим жаркий, наверное, поставлю. Как яичницу, в общем, буду делать. Она хорошо не пристанет, то есть из-за того, что антипригарная такая вот емкость здесь. Надеюсь, получится у меня. Так что сейчас все замешаю и отправляю в емкость. Ну что ж, мой омлетик готов. Конечно, он получился не слишком пышным. Если сильно хотите пышный, то, наверное, нужно именно взбивать белок. Я не знаю, я именно так быстренько сделала, поэтому нормально так получился. Запах вообще невероятный, конечно, от него. Немножко добавила здесь половинка перчика сладкого и такой вот лучочек. Тоже вообще не подгорел он, получился прям такой румяненький, как я и хотела. На 8-й минуте я его вытащила из мультиварки, и, в принципе, он у меня готов. Так что пойду кушать. Ну что, ребята, у нас уже 11 вечера, и скоро, наверное, пойду спать. Кстати, очень мне понравился вот этот омлет творожно-яичный, и я думаю, я в будущем как-то буду придумывать новые такие вот начинки для него. Допустим, овощи можно добавлять, можно его побольше сделать, там, с 200 грамм творога и, там, допустим, 4 белка. В общем, можно придумывать что угодно. Слава богу, у меня на этой фантазии и идей хватает. Так что вот такая вот неделя влогов у меня получилась. Надеюсь, вам понравилось и вам было интересно. Я знаю, что вы любите смотреть такие влоги. И я очень буду стараться снимать их почаще для вас. Я вот здесь вот ставлю фотографии, что у меня в итоге получилось, как я подсушилась. Многие, конечно, видели эти фотографии, но многие нет. Многие спрашивали меня, я знаю, в Инстаграме, ВКонтакте, спрашивали, на сколько килограмм я в итоге похудела, и сколько там было у меня, допустим, углеводов, белков, какое соотношение у меня было. Что касательно вот в граммах, да, белки, жиры, углеводы, то я лично сама для себя уже давным-давно это не считаю. Допустим, ну вот именно просто
на белки я больше обращаю внимание. Вот как-то примерно у меня выходит где-то 2 грамма на килограмм веса. То есть это где-то почти 120-110 грамм белка у меня выходит. По углеводов у меня, конечно, было меньше, но я не так на это обращала внимание. Опять же, я исключила все каши, допустим, у меня было больше клетчатки. И именно так я построила свою вот эту вот сушку, как можно было назвать. Это никак не называю, просто именно так я питаюсь, когда я хочу немножко проявить рельеф, и чтобы это было не во вред моему здоровью. Так что вот такая вот моя диета, если так это назвать можно. По поводу сколько килограмм я скинула, это тоже я не могу вам сказать, так как я не слежу за своим весом уже давно, и для меня это не показатель совершенно. Я больше смотрю на отражение в зеркале, и, естественно, оно меня обрадовало, когда я вот именно подсушилась, я заметила, что у меня талия проявилась немного, пресс, конечно же, проявился, и там, где я хотела похудеть, проявить рельеф и вообще снизить жировую прослойку, там я это, в принципе, и проявила. Так что вот такие вот у меня результаты. Я думаю, вам полезна будет эта неделя по-любому, потому что очень много, я надеюсь, показала вам белковых, таких низкокалорийных рецептов, и они вам точно пригодятся. Так что встретимся в следующих видео о дневниках питания и вообще в разных видео. Я вас очень люблю, очень ценю вашу поддержку, ваши комментарии, мне очень их приятно читать. Всех целую, пока-пока!